Привет, друзья! И сегодняшнее видео будет посвящено полу в зимнюю палатку. Это мое второе видео. Первое было ровно год назад. Я делал пол в зимнюю свою палатку, самую первую, которая у меня была. И я ее сделал из туристических ковриков. Склеил я его армирующим скотчем. Но проблема армирующего скотча, что его периодически нужно... Он отходит на морозе, и его нужно подклеивать. Ну, это не очень приятно, потому что где-то 3-4 рыбалки, а потом нужно подклеить его все равно. Где-то он по краям разойдется, да? Вот. А потом вы уже его можете опять использовать. Сейчас я, в принципе, другие полы делаю, потому что у меня новая палатка. В ней нужны полы 2,40 на 2,40. В предыдущем видео вы видели, я уже вот этот материал использовал. Часть палатки выстелила его, а часть была белая. Ну, понятно, что это комбинированные полы, и они ненормальные. Сейчас хочу склеить дома. Именно в доме нужно клеить. Клей, который я приготовил для клеения полов, будет очень хорошо держать. Это не армейский скотч. И нужно, естественно, его клеить дома, потому что температура его клеения плюс 18 должна быть. Самого клея. Вот, смотрите, от прошлого использования все-таки я использовал... Это аналог туристического коврика, вспененный полиэтилен, проплан. Вы можете его найти в интернете. Я купил рулон длиной 10 метров, ширина 1,5 метра. Почему он такой? Потому что я его разрежу надвое и потом порежу. У меня получается пол из двух частей. 1,20 м и 1,20 м. Два таких рулона, которые будут складываться, соединяться липучкой и компактно складываться и перевозиться. То есть все будет очень просто и практично и хорошо сделано. И минимум этих швов будет и все остальное. Смотрите, хочу обратить внимание, все-таки некоторые следы на нем остаются. Вот от раскладушки стояла раскладушка, я то есть на ней сидел, спал. Вот. Небольшая дальность, но он как... хорошо вдавливается, так хорошо распрямляется. Соответственно, механические воздействия при сильной на него, а раскладушка все-таки это сильное механическое воздействие, вот, оставил след, но не продавил. То есть он нормальный, надежный материал. Вот, тем более там снег, лед, что-то еще такое. То есть не самая, как говорится, ровная поверхность под этим материалом. Вот. И теперь к тому, что мне нужно. Я купил, как говорится, проплан. Стоил он 3190 рублей на Озоне. Также я купил специальный клей для того, чтобы склеить его. Клей вот такой. Язык сломаешь сказать, лучше показать. И разлил я его в такую баночку. Почему? Потому что он кристаллизуется, когда долго стоит, открытая банка. Поэтому я его разливаю в такие стеклянные банки, а потом буду доливать сюда и использовать. Вот. То есть клей очень хороший, активный. И быстро, когда в него попадает кислород, быстро как бы кристаллизуется, вот испаряется из него что-то такое. Для экономного расхода, и чтобы банку каждый раз не открывать, вот отдельно. И я не буду использовать кисточки, потому что клей в течение 10 минут засыхает. То есть, соответственно, я буду палкой размазывать. Вот такой обычно отрезал палочку для того, чтобы размазывать клей. Потому что технология такая, что 10 минут сохнет. Ну, в общем, и 10 минут он высыхает, поэтому любая кисточка вы ее выкинете сразу. Клей стоил 470 рублей. За 1000 рублей я взял один погонный метр ПВХ ленту. Заехал ребята, где делают тенты. Они мне метр отмерили. Получается, метр на 2,5. Мне прям такую полосу отрезали. 1000 рублей. И для того, чтобы сделать вот это соединение двух частей, компактное, и можно было их комбинировать и перевозить по-нормальному, я купил вот такую липучку. Стоила она 370 рублей. Вот. И также мне для этого нужно будет нормальный вот такой валик. Валик у меня был дома. То есть небольшой, не широкий, вот такой валик. Для того, чтобы когда делаете термообработку шва, им очень сильно придавливать. Нужно давление. Ну и, естественно, нож для бумаги. Вот. Все вместе мне вышло это в 5000. И я его склею своими руками. Что, мне кажется, удешевит. Есть, конечно, те, кто могут себе позволить купить его, но когда я спросил, сколько стоит пол из Эва фирмы в интернете, то мне в районе 9000 цену назвали. То есть я не готов был тратить такие деньги, поэтому я делаю дешевый доступный пол 2,40 на 2,40. Итак, я нарезать, погнали. Смотрите, ширина листа 1,5 метра. Так как у меня полы 2,40, то мне нужно сделать 1,20 м и 1,20 м. Двухсоставные. Поэтому я отмеряю 1,20 м.
И вот так буду сейчас отрезать. Погнали. И дальше, получается, если я одну полосу сделал, я эту полосу разрежу по 60 сантиметров, чтобы она могла составлять из себя 4 штуки, которые сложатся будут в гармошечку и очень компактно. Вы увидите, как это будет в конце выглядеть. Сейчас разрезаю одну сторону на 4 штуки. Размечаю и разрезаю. Я нарезал вот по 4 штуки с каждой стороны, получается 1,20 м на 60 см. Такие квадраты. И сейчас их буду между собой состыковывать, склеивать. Склеивать я буду лентой ПВА. Я нарезал с моего рулона, отрезал 3 ленты, 2,5 метра. Вот эта лента 7 сантиметров, мне показалась она оптимальной. Вот эта лента 5, она поменьше, конечно же. Мне она не очень понравилась, поэтому я по 7 отрезал еще. Вот. И сейчас буду склеивать с помощью клея и фена. Смотрите, принцип того клея, который я вам в самом начале показывал, баночку, такой. То есть надо нанести слой, выдержать 10 минут на все поверхности, которые склеиваешь. Потом, через 10 минут, еще раз смазать слой, увлажнить его тем же самым клеем, выдержать 20 минут. Потом, получается, я приклеиваю и делаю нагревание феном. Фен нужен строительный, но при малых оборотах. И он, получается, горячий обычный фен. У меня был строительный фен, я примерно понимаю, про что говорю. То есть фен на малых строительных, на малых оборотах выдает как обычный фен. Соответственно, этой термооборотки хватит для того, чтобы этот клей приклеился намертво. И буду валиком прикатывать. Если кто-то не понял, то есть инструкция прямо на банке. Она написана на каждой банке продающейся. Вы там прочитаете, и все будет отлично. Ленту я буду клеить не с двух сторон, а с одной стороны. Так как все-таки ткань ПВХ и клей водостойкий, он для ПВХ из пильных вот таких вещей, то, соответственно, с двух сторон нет смысла мне делать. Соответственно, я буду с одной стороны приклеивать эту линию. И сделаю так, что ее приклею 2 полосы сверху и одну снизу. И получается она как гармошка вот так будет собираться одна часть. И вторая также. Так, погнали, сейчас все увидите. Так, 10 минут прошло. Вот клей липкий, конечно, но он уже впитался в поры. И вот к этой поверхности тоже хорошо впитался. И через 10 минут нужно второй слой. Третий этап. Прошло 20 минут. Поверхность подсохла. И можно, конечно же, разогреть, потом приклеивать. Но я вначале приклею, а потом буду разогревать все вместе. Ух ты! Клеится как хорошо. Так. Так. Лучше, конечно, так не делать. Сразу по-нормальному приклеить. Вот так. Так. И самое главное — это термоактивация с прижатием. Ну и вот таким макаром, приклеивая валиком, главное, чтобы посередине, я чуть здесь сбоку ушло, посередине клеился. Я буду все остальные клеить, листы стыковочные.
И у меня получается, что будет вот так собираться как раз и собрался. Склеил две части. И вот сзади еще две части второй полоски. Вот видите, здесь посередине. То есть, когда их распрямляешь и ложишь, снизу снег и вода не пройдет. Потому что сверху хороший герметичный шов. Вот. Единственное, что мне осталось, чтобы книжки склеить, вот с этой стороны посередине шов. И получается, оно будет вот так складываться. И те. То есть, а посередине будет, я приклею липучку, которая будет соединять две эти полосы. Итак, доделаем. Посередине я пущу вот такую 7-сантиметровую широкую полосу, которую сейчас наклею. Все как обычно. Намазываем 10 минут, второй раз намазываем. И потом уже клеим. Так, и последнюю центральную на двух полосах линию. Лучше всего, наверное, приклеивать, а потом уже нагревать и прикатывать, чтобы по центру все было. И сейчас буду нагревать и прикатывать ее. Смотрите, ребят, у меня осталось последнее. У меня липучка. Я отрезал 2,40, как нужно. У меня они 3-метровые были. Под размер полов. Смотрите, я буду что делать. Я с одной стороны, вот расположил два мата. С одной стороны ширина липучки 10 сантиметров. С одной стороны на расстоянии 4 сантиметра наклею 6 сюда внахлёст оставлю. И с этой стороны тоже 4 приклею, 6 нахлёста. И буду соединять как раз маты, когда уже на водоеме именно этим нахлёстом. То есть этот нахлёст 6 сантиметров сюда зайдет. И где-то там 1-2 сантиметра как раз вот между ними состыковочка будет. И они будут в одном уровне, два мата. Соответственно, осталось вот только донаклеить, как я уже говорю, вот эту липучую ленту. И сделать отверстие подгонки. Как я и говорил, 4 сантиметра примерно. Если сделать ее в стык-стык, то она налезет на другую. Ну, чуть-чуть будет не тот эффект, который нужен. Так, ребят, по итогу что получилось? У меня получился компактный пол. Где-то максимум, ну, 10 сантиметров 10-11. Вот. 1,20 м на 60. Вот полы. Сейчас буду расстилать. И посередине на липучку. Вот, смотрите, здесь вот липучка. Здесь она будет выравниваться. Вот так, в одном уровне. И будет держаться. Все отлично. Получилось так, что я просверлить не удается после того, как я уже поставил пол. Я наметил дырки, снял липучку и, наметив дырки, сейчас просверлю, а потом уберу всю эту шугу и прилеплю обратно половинку пола. Что мне очень понравилось, легкость установки. Просверлил, убрал всю шугу. Опять обратно. Примерился. Вот. Так, наоборот. Вот. И в том же самом порядке прикрепил. Вот, видите? Обратно.
Здесь реально внизу вода. Полы отлично держат. Ничего не пропускает. Ну, по итогу рыбалки уже конкретно скажу. Когда сутки пройдут. Все. Пол установлен. Обратно. Красота. И лунки я вот взял 20-й вырез и 200-й бур взял. Вот прорезал. Сейчас буду расставляться. Все, пол стоит. Вот смотрите, вот эта сухая часть. Здесь я не ловил. Здесь у меня палатка стояла. Все нормально. Вот. Липучка не промокла. Все отлично между швами. Вот. ПВА держится. Клей нормальный. И здесь вот единственное, что он черный. Если не смущает цвет, то можно делать себе в палатку. Вот. Это вода, то, что из лунок попадает на него. И сейчас я его буду собирать, этот пол. Итак, ребят, пол, мне кажется, полностью выдержал свое испытание. Мне очень понравился, буду им пользоваться. Полная себестоимость пола у меня получилась 4200, потому что 80 сантиметров рулона ПВА ленты, которые за 1000 рублей, 80 сантиметров осталось, поэтому минус 800 рублей, 4200 его себестоимость.